Ваш выход, сэр. Карлос, сиди на месте. Вот сморж. Закаляться любишь, да? Ну давай, давай. Да. И ему все равно. Вот это да. А, Лешка не хочет купаться, говорит. Вот это, Алексей, ты спешишь. Говорит, я сам Сусанин. Давай я помогу. Друзья, всем привет! Вы на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Мы с Юрием сегодня приехали продолжать строительство лесной избушки. Как вы видите, она видна теперь как на ладони. Листва опала, и она теперь требует маскировки. Нужно будет сделать какие-то жалюзи, ролеты из камыша. Я думаю, можно без проблем их изготовить и сделать такого рода маскировочку. Не терпится посмотреть, в каком состоянии сейчас кладка, потому что последний раз, когда мы здесь были, уезжали в дождь и в спешке накрывали баннерами стены, чтобы их так не размывало водой. Но на первый взгляд ничего критичного. Карлос, а ты как думаешь, все в порядке? По-моему, все хорошо. Если учитывать, что были дожди в течение недели несколько раз. Можно сказать, просто все замечательно. Единственное, я вижу, что в этом углу образовалась плесень. Вот она. Но я думаю, что когда глина полностью высохнет, когда начнем топить, плесень полностью уйдет. Я только что заметил нового жителя, несанкционированного здесь. Под баннером бегала какая-то зверушка. Ну, как немного крупнее, чем мышка. Не знаю, кто это был. Может, какая-нибудь ласка или норка. Где-то проскочила. Вот так в спешке под дождем мы закрыли баннером стены, чтобы они не размокли. И в принципе они не размокли. Глина высохла, очень плотная, твердая. Вот здесь мне очень нравится раствор. Трещин практически нет. Да не практически, их нет. Плотный, твердый раствор. Все держится замечательно. В комментариях снова вернулись к теме окон. Ну, вроде по поводу того, что они стоят не криво, разобрались, так как уклон крыши, а окно стоит горизонтально. Поэтому визуально кажется, что неровно, ну, не параллельно крыше. И грунт тоже идет с уклоном к водоему, поэтому изнутри кажется, что со всех сторон окошко стоит криво. А вот по поводу вот этих окошек деревянных было много комментариев насчет правильности установки. Ну, возможно, я с чем-то и соглашусь по поводу зазоров для пены. Но так как, во-первых, я уже подумал и решил, что можно обойтись без пены. Просто хочется именно сделать вот максимально из природных материалов. Понимаю, что баннера, линолеум здесь пока не вписываются, но это из-за того, что стройка началась поздно по некоторым причинам. И чтобы успеть к морозам, пока делаем из вот таких вот материалов. Накрыли крышу линолеумом, которого немного не хватает. Нужно будет сегодня с этим полностью разобраться. Собственно, план действий на этот поход — это хорошенечко сделать крышу полностью везде, чтобы сантиметров по 60 выходила крыша от стен, чтобы везде вода хорошенько стекала и не попадала на стены. Вот основная задача на эту вылазку. Так, а по поводу окон говорили, что очень необходима пена для того, чтобы она служила как своего рода амортизатором, потому как
Если сверху, ну, во-первых, сверху уже не будет ни чурок, ни стены, ничего. То есть сверху только крыша. А крыша у нас максимально легкая, а бревно максимально толстое, максимально большого диаметра. Поэтому я даже не сомневаюсь, что оно не прогнется даже на несколько миллиметров. Потому как посередине еще есть столбик. А вы говорите за усадку строения. Я понимаю, усадка может быть кладки. Но с крышей ничего не произойдет, я уверен на 99%. Вот. Видимо, был сильный ветер, и вот этот баннер завернуло на ту сторону. Поэтому все равно, конечно, досталось кладки. Но ничего критичного. Да, она мокрая, но не размытая. Все будет в порядке, переделывать не нужно. Вот здесь, я так вижу, собралась вода. Ага. В общем, нужно все вот эти моменты довести до ума. Так, пойду за вещами. И начнем, наверное, с заготовки камыша. На этот раз мы взяли бензиновую косилку, чтобы улучшить производительность, наверное, в разы. Ты решил сразу в работу? Ну, что там, клюет, Карлос? Юра, иди чайку попьем, полезного. И шиповничка. А вообще-то надо перекусить. Я утром не кушал ничего. Ты кушал? Ну, чайком перекусил уже. Ну так, чаек это такое дело, можно заработать язву и потом забыть про чаек. Не знаю, я раза 3 точно по неделе не ел ничего, никакой язвы. Фу-фу-фу. Издалека, что нас вроде как не снимает, не специально. Ну что, Карлос, не клюет опять? Давай, давай. Ты идешь? Да, то я чайку попил. Есть пока не охота. А то ты меня заразил, видишь, я тоже это самое хищником становлюсь. Хлебом с овощами. Это Ну не- так, не та диета. как не так? Ну просто А? мясо и все. Так я ж не говорю тебе, что я на диете. Я говорю, что мясо бери, кушай. Завтрака я вот сейчас раз кусочек. Сегодня не так холодно. Да. Здесь прямо циркулярка. Можно и деревья косить. Это точно, да. Зуб какой-то необычный. Так, подожди, а я ее правильно поставил? Она косит куда у нас? Так, косит она сюда, правильно. Неужели завелась? Я не заснял. Первая партия пошла, конечно.
Хочу разложить камыш по росту, так чтобы они все в одну сторону были. Листья в одну сторону, стебли в другую. Иначе будет очень неудобно их укладывать на крыше. Юра, а ты не пробовал не диском, а вот этими вот, у тебя другая была насадка такая, трехлепестковая. Мне кажется, что она может лучше резать, чем диск. У меня, во всяком случае, на электрической пиле... Ой, ой. Кстати, я ж сегодня выпустил последнюю серию, которую мы пребывали здесь. И сейчас звонок, звонит мне подписчик и говорит, я вам подскажу, что нужно сделать. У меня, говорит, есть печка огромная. Давайте я вам дам, приедьте ко мне, заберите, поставите ее, говорит, прямо в середине, закрыть все и растопить, говорит, пусть все сохнет. И глина, говорит, печка сырого, приезжайте ко мне, я вам скажу адрес, заберете у меня печку. А что за печка? Ну, не знаю, ну буржуйка, да, такая, металлическая, говорит, там такой металл, говорит, крепкий, но она, говорит, правда, тяжелая, говорит, ну, говорит, хорошая. Так что надо будет съездить, приедем домой, посмотреть, что за печка. Не знаю, буржуйку здесь стремновато оставлять, нет? Да, ну, я думаю, люди у нас Порядочные? порядочные, да. Порядочные сволочи. Так. Он какой-то хрупкий, сейчас я не пойму. Да. Обычно он твердый, я из них удочки делал, блин, можно было ловить рыбу. Камыш разный же бывает. Этот, видишь, это не Может, тот это камыш, это молодой не еще. камыш. Не, это не камыш, видишь, у него цветы. Камыш вот тот, который выпускает цветок. Ну, который пушится и разлетает. Да не, это разные вообще виды. Так, а я ж тебе за что и говорю, что это не тот камыш. Так а причем тут вообще он таким не растет? Ты имеешь в виду, что сигары вот эти? Да, да, да. Да да. не, ну там совсем другой стволик у него. Так Он- правильно, у него крепкий Да ствол. нифига, но он короткий, это не то совсем. Вот такие бывают, вырастают. Они просто, какой, второй сезон растут или третий? Второй или третий. Они ж многолетние. У них корни там внутри это самое возмужают. И в итоге более сильные камыши вырастают. Ну что оно получилось? Ну, не знаю, что-то получилось. Ну, в принципе, смотри, складывать его не надо, да? Ну да, вроде как ровнее он получается. О, уже два снопа. Да я снимаю. Надо связывать. Так получше. Никак не сделаем сюда лестничку или мостик, чтобы заходить хорошо. Сейчас мы вам покажем уже нашу последнюю технологию отработанную. Как мы все это делаем. Алексей заходит туда, протягивает. Дальше глубже, глубже. Неплохо было бы Карлоса вместо меня запускать. Карлоса? Да. Карлос непослушное животное. Так, все, Леш, хватит, наверное. Тут не сильно много было. И выходит сюда. И вот это. Вот. Конечно, Карлосом было бы лучше.
А если бы еще одного Карлоса, чтобы он бы все это косил, то было бы вообще прекрасно. Так. И все, и потянул Алексей. Тяжеловатая. Голодный Карлос. Кушай, кушай. А где косточку ты дел? Спрятал? Отдал я ему. Ага. Так. Это ладно, ничего страшного. Ничего. Потихоньку, аккуратно снимаем. Мы же его не прикрутили. Это надо. Чуть кому-то по голове не стукнуло. По голове не стукнуло, так по рукам, по ногам чуть-чуть стукнуло. Мне не досталось. Друзья, так не делайте никогда, как делаем мы. Да, мы эти, как это, профессионалы. Да, мы профессионалы, нам можно, а вам нет. Есть. Сейчас тут надо поднимать, потому что они подлазят под эти, под рейки, под жерди. Теперь туда и перекладывай. Ну куда еще? Вот так вот построив не один домик с камыша, научишься всему, как лучше его резать, и как лучше его тягать, как лучше его укладывать. Да.
еще как вариант постройки. Просто из камыша. Дранка, глина. Что-то. Ну да, Можно да, что-то да, сделать. да. Ну тут видишь, какой камыш, бляха. Ну, Ну если да, был бы хлипкий, такой хлипкий. хлипкий сильно, да. Он так его ложишь и страшно его ложить, не дай бог он. Иди туда. Так, теперь подожди, я середину бы помог тебе. Или все? Да всё. Вот уже слышишь, я вот здесь нахожусь, а весь вроде я в засаде где-то в камыше на рыбалке сижу. Бля, может мы ее обдерем. Она на улице неудобно. Хорош? Все равно ж надо посмотреть хоть что там творится на той крыше. Я тебе хочу сказать, что видно здесь все прекрасно. И можно вот так вот утоптать его хорошо. Ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Если бы сюда еще наложить столько же камыша, только надо делать теперь наоборот. Надо делать так, чтобы вот и вот начало было вот здесь, а концы были там. И тогда было бы классно. А так получается, что здесь такое лысенькое место, а здесь такое густое. Так, осталось теперь как-нибудь слезть отсюда. Не надо, не надо. Не надо, я сам боюсь. Опа! Есть. Десантура. Так, ну давай туда дальше чуть-чуть.
Итак, друзья, нам нужна срочно ваша подсказка. Мы с Алексеем чуть не подрались сейчас. Я ему говорю, не надо обрезать. Он говорит, надо обрезать линолеум. Я говорю, не надо, Леш. Он говорит, нет, надо. Так, говорит, будет красивее. Конечно, его вообще не должно быть видно. Все должно быть в камыше. И вообще, в идеале, следующим летом это все, вот единственное, это то, что можно оставить так, потому что следующим летом его надо снять, увезти домой, утилизировать, а сделать крышу уже двускатную с высоким, ну, с хорошим уклоном. И Да, сделать такую чисто из камыша. Косую такую. Да, чтобы камыш уже держал и влагу в том числе. А как же сруб? Сруб, как успеем. Да, да. Это ты куда-то не туда. Такую, блин, вот так. И сделали крышу, и сделали танцплощадку наверху. Такая гладенькая будет. Ну, по линолеуму уже, наверное, можно и ходить, он уже даст жесткость. Ну да, он же и натянутый тем более, и жесткость, да. Там бревнышко лежало, и он под бревнышко вырезал эту дырку. Вы не подумайте, а кто-то подумает, скажет, под унитаз вырезали. Не-не-не-не-не. Под унитаз мы здесь ничего не вырезали. У нас же тут унитаза нет, друзья. Пока. Пока. Ты сказал пока, и я подумал, завтра мы приедем, какой-то подписчик приезжает и унитаз привозит. Вот это будет кино. Скажет, я вам привез унитаз, теперь берите и делайте, что хотите. Так, осталось же у нас одно окошко не поставлено. И часа полтора светового дня. Да. А мы думаем, как бы нам не сильно замерзнуть этой ночью, потому что мы ехали, видели уже в шапочках, прямо уже сейчас зима-зима почти. Короче, думаем поставить палатку прямо внутри избушки. Вот. А для этого нам... в смысле, а для чего окошко поставить? Для того, чтобы сквозняки меньше нам задували ночью и можно было комфортнее поспать. Так вот, сейчас ставим окошко, а потом засыпаем вот эту корыто, ванну. Сухим раствором. Да, сухой глиной, ракушкой. В общем, готовим на завтрашний день, чтобы завтра мы залили водой и был уже готовый раствор у нас. Да, а сегодня это нам не помешает поставить палатку, и мы не провалимся в эту ванную. Так, все. Значит, что мы делаем? Мы прикручиваем окошко. Давай выйдем отсюда. Я боюсь, что мы с окном мы можем потом не впереть, что оно так в притирочку заходит. Ну ладно, Встань, давай встань. попробуем. Подожди, не сильно. Вот она тут решает этот. Скоба? Скоба, да. Что, маловато? Знаешь, маловато. Еще надо сантиметра 3, наверное, срезать. Так, ну и давай сюда. Вот так, да. Сильно не телепается все-таки.
Так, ребятки, вот смотрите, с инструментом, чтобы не было потом претензий, что криво. Ну пока криво, но сейчас будет ровно. Хорош, теперь тот низ. Хорош. Здесь хорошо, Эта сторона. а здесь еще лучше. Хорошо? 5 миллиметров на меня низ. Так, теперь низ туда, вверх на меня надо. А ну стоп. Все, вот так. Предварительно сверлим, потом еще раз проверим и крепим. Ну что, по-моему, маскировка прошла успешно. Вот эта ступенька с окнами, по-моему, даже очень даже ничего смотрится, чем они были бы в один ряд. Почему-то у меня такое ощущение, что вот так вот такая фишка дизайнерская получилась. Да, если заложить тот аппендицит, уже будет тепло, как говорится. Такое уже ближе к законченному виду. Ну да, это уже... Такая отверстие непонятное. Вот здесь я вообще думаю, что желательно, наверное, все-таки не то закладывать, а вот здесь, чтобы немного подсохло уже, и можно было поставить, установить двери, вот, чтобы оно уже как-то было жестко. Хотя, по большому счету, глина это не цемент, все-таки наоборот, может быть, лучше, когда она сырая, если ты где-то стукнешь, чтобы оно не отошло. Да. Поэтому что лучше это точно, что устанавливать двери нужно, когда еще глина, может быть, не совсем высохла хорошо. Потому что она, если сорвешь глину, она больше не... Ну и цемент же точно так же работает, да. Вот. Да. Хотя, в принципе, уже, я же говорю, что можно уже, эти, считай, уже две стены уже практически готовы. Вот эту третью стену можно уже доложить, но это уже, наверное, в следующий раз, как мы приедем. А эту стену можно просто, вот двери мы установим, и эти два пролета можно будет затянуть просто баннером, и уже... У нас за 5 минут степлером прищелкнул, и можно как бы Да. печку выставить, или, Да. ну, Если в любом даже- случае от ветра будет защита. Если даже это будет мороз, правильно или нет? Уже, я думаю. Конечно, тут я нахожусь, стою, а это там, мышь мне в лицо прям такое. Надо не забыть в следующий раз взять ножнички и немножечко это, или сразу взять этот картон, чтобы подкладывать сюда. Да, картон это хорошая вещь, он, если, конечно, не будет течь, он и тепло держит хорошо. Считай то же самое дерево, если толстый, тем более вот сейчас картон там с больших холодильников, еще так полосами его порежь, вот так вот потихонечку вложил по ширине пролета, и довольно-таки он хорошо держит тепло. Люди, ты знаешь, в армии, чтобы ноги не мерзли, обматывали газетами ноги, портянки, газетами и в сапоги вниз и засунул. И довольно-таки тепло. Так, ну что, посидим 5 минут, отдохнем, чайку попьем и, наверное, продолжим, да, Леш? Да, конечно. Что там, вкусные караеды, Карл? Или кого ты там в пенечках ищешь? Я пряники купил. Пряники не надо, они вредные. Там мука и сахар. Ну да, прянички это вредно. Но мне полезно. Тебе вредно, это уж точно. Поэтому я в этой жалею. Если бы я взял пряники, то я бы тебе не дал бы. Ел бы сам. А так что? Видишь, как хорошо, что ты их не взял. Это плохо. Друзья, вот такого напарника нужно искать. То он мясо не ест, то он пряники не ест. Ну, не друг, находка просто. Да, выгодный.
Сейчас пойду за глиной, за ракушкой. Думаю, вообще не видно будет нашего строения за маскировкой. Да, да. И, кстати, камыш, он же высыхает, и он становится желтым, под листву будет. Так что камыш-хамелеон. То есть с евродома мы делаем дом-хамелеон. Видишь? Но это так и есть. Смотрите, сейчас камыш пока еще зеленый, а потом он подсохнет, станет желтеньким, а потом беленьким высохнет. Посмотри, Юр, как красиво. Юр, подойди, посмотри, как на том берегу красиво. Сейчас подсвечивается солнышком. Необычно. Все такое серое, а там как будто красок добавили. Карлос на рыбалку пошел. Ну что, по-моему, теперь совсем другое дело. Практически не видно. Если не знать, что она там, то точно и не увидишь. Немного листвы упадет на крышу, и тогда уже совсем незаметно будет. Я говорю, что все-таки нужно залить глину водой, потому что вот она сухая, глина, и если мы засыпем еще сверху ведер 6, Я понял. Тебе не Песка. хватает экстрима. Тебе хочется поспать в луже с глиной и с грязью. нет, мне не хочется поспать в глине с грязью. Мы же сейчас, сюда в эту глину нальем баклажки 2, максимум Да я 3 понял, воды, и а сверху засыпем песком, и все. А потом еще сверху насыпем камыша или что-то такое. Ну вот возьмем камыш или что-то там подстелим. У нас есть баннеры старые. Да И вообще растения даже положим. один матрас надувной не Да. даст провалиться. Не, ну нам просто, чтобы, да. Заилила колодец наш. Ты из-под крана воду брал? Да, видишь, вода какая чистая. Сегодня практически, можно сказать, штиль. Как будто из болота тянуть бегемота, да?
Последнее, я думаю, выльем. Немного низковато в яме, но если засыпать сверхом, то тяжело будет мешать завтра. Ну, да, сейчас подровняю и посмотрю, что здесь. Я думаю, что камыш закинем, матрас, если ты говоришь, не сдувает уже, ты его хорошенько заклеил. Все будет нормально. Говорю, наконец-то дело дошло до костра, уже темнеет, а мы еще и... Ну, зато видишь, чем дольше не ешь, тем больше энергии. Потому что хочется жрать, и надо что-то делать, чтобы поесть. Это ж как в генах заложено, что когда тебе хочется есть, у тебя больше энергии становится, чтобы ты мог добыть мамонта. Да. Мамонтов тут нету. Хоть бы мясо кусок пожарить. Комсомольский или пионерский костер был раньше. Да, кстати, многие, может быть, скажут, что мол, Юра все время в перчатках, в рукавицах. Так я вам скажу, это профессионально. Я уже говорил, что очень много лет проработал в шахте, и там без перчаток рабочие, вернее рукавицы, без рабочих рукавиц там делать нечего. Да, и еще, кстати, что я хотел сказать. Я уже, правда, это сказал, что сегодня мы распалим настоящий пионерский костер. А почему настоящий пионерский костер? Ну, я не знаю, может быть, кто-то из вас догадывается. Ну, например, сколько я себя помню, пионерский костер у нас был такой. Забираем мы дров, насобираем целую кучу. Но как же его разжечь? А разжечь его никак. И мы брали литра или 2 литра, ну где-то с литра или пол-литра бензина или солярки, наливали на этот костер. Ну не мы, конечно, а наши руководители. И зажигали. И он как спалахивал, такой огромный. Вот. Поэтому и назвали пионерский костер. Он был здоровенный. Ну потом, конечно, еще дрова начинали гореть, и просто был огромнейший. То есть сейчас мы точно так же, чтобы не мучиться, нальем сюда малеха бензинчика, капнем и распалим, будет пионерский костер. Так хорош. Опа, и пионерский костер. А вы говорили, что будем долго разжигать. Теперь мясо будет пахнуть бензином. Было бы мясо, мы его и с пахнущим бензином съедим. Вот раз и за 2 минуты мы разожгли более-менее нормальный костерчик. А так бы мы жгли его сейчас, минут 10 он бы разжигался. А нам надо быстренько разжечь и приготовить еще что-то на ужин же. Юра изъявил желание заняться ужином, а я буду ставить палатку. Градусов, в общем, было холодно совсем. Поэтому нам с Алексеем повезло, что такая погода сегодня. Не хочу на таком огне, на сильном жарить, иначе сильно закоптится сковородка. Правильно или нет? Пусть немножко стихнет.
Или как ты думаешь? Не, ну надо было просто побольше соляра, Лева. Кстати, Ничего бы не закоптилось. да, ну ты не рассказывай. Бензин уже давно выгорел, за него забыли. Это ж не солярка, ты правильно сказал. Дома не мог найти фонарик. В прошлый раз не помню, как, когда собирались, дождь был, быстро собирались. А теперь вот палатку раскрываю, прощупал, и он где-то тут висит. Как висел на потолке, так Юра его и собрал. Ну а что, я Опа. упал? Не, говорю, опа, как раз под потолок. Еще бы чуть-чуть и не влезло. Теперь у нас будет виден свет в оконце. Вон возле ниппеля. И с обратной стороны. Я понял. Я тебе по такому поводу расскажу интересную историю. Да. Когда-то я поехал с приятелем на рыбалку, а меня пригласили, мы так уже договорились, что по-любому едем. А я обнаружил, что лодку сожрали мыши. Причем сожрали, ну там больше 40 дырок было. То есть они вот так вот там, ну по всей лодке, куча. Причем не просто, а такие могут быть 5 миллиметров, может быть сантиметров прогрызаны, ну такие уже дырочки, не Это маленькие. на твоей лодке, да? Это на старой еще не ПВХ-шная, а на резиновой лодке. Лисичанка еще Да, была. да. Вот. Короче, я ее быстро клею вот такими вот латочками. Ага. Оно же достаточно быстренько. Качаю, все нормально. Держит до вечера, все. Утром рано, или даже в 2 часа ночи электричка, мы едем на рыбалку. Далеко на реку. Плывем, сплавом. У нас 3 лодки. Короче говоря, в какое-то время я задремал что-то. А солнце, жарище неимоверное было в тот день. Короче говоря, лодка потихонечку набирала давление Ясно, объем, да. за счет солнца, да, нагрева воздуха. И, короче, я так задремал, одним глазом смотрю и слышу что-то пух и пш. Короче, лодка одна отлетела. Так это где, на воде уже было? Да, на воде уже, я уже порыбачил там чуток с утра. Короче, остановился, где-то попытался заклеить, плывем, идем дальше. Потом уже 2 хлопка, пых, пых, 2 пш. И, короче говоря, хорошо, я взял с собой насос, не такой, а вот специально, я на всякий случай взял такой, что вот в руках качается, ну такой для матраса. И, короче говоря, я не рыбачил, а всю дорогу вот так вот. Так качал, дело в том, что- что я тебе хочу сказать по поводу вот этих вот насосов. Мне кажется, что вот тот для матрасов насос, он же ж двухсторонний, Да, он в 2 двухсторонний. стороны качает. Ну, И он, мне кажется, за объем он больше, чем этот. возможно. Им быстро качать. Ну, кстати, ты знаешь, чем я качал этот насос дома? Я ж не заносил, я его в комнате проверял. Вот. Так я его, знаешь, чем качал? Пылесосом. Пылесосом в обратную дырку взял. Только пылесос качает буквально 15 секунд. И матрос накачанный. Потом просто брал уже вот этим ручным, тух-тух-тух-тух, накачал давление и все. Ладно, не буду тебе мешать. Закрой поддувальцем, чтобы жар весь оставался здесь. Чтоб его не продувало. Вот так, раз. Алексей уже матрас накачал. А он шипит, это так надо? В порядке? Ты меня не пугаешь, шипит. Быть такого не могет. Ясно, что я тебе хочу сказать? Не могет. Со шланга шипел, но я там покрутил, поправил, вроде перестал. О, видишь? Так, можно прямо в капусту, а можно на эту, как хочешь. Смотри, ложу одну в капусту, 2 ложу. Смотри, чтобы только не упустил. Одно и второе. Вот, все. Я еще 2 дожариваю. Это неси на стол. Теперь оттуда отходить нельзя. А что? Ну, Карлос своим носом Ты туда ему может скажи, достать. что нельзя. Ну, Да? же человеческий язык понимает. Понимает. Ну и все. Но он же может не послушать просто-напросто. Ты мне извини. До магазина ехать далеко. Так что, друзья, не сидите дома, а выбирайтесь на природу. Идите в лес, идите к речке, к озеру, к морю, я не знаю куда. Отдыхайте, жарьте мясо, жарьте рыбу, все, что душе угодно.
и наслаждайтесь жизнью на полную грудь. Живем мы один раз, второй раз жить нам не придется. Все. Ой. Да будет свет, сказал электрик. Перерезал провода. Так, все. Ты что, линолеум продырявил? Нет. То вам показалось, сэр. Там знаменитая одна передача, в общем, машины герой покупает там, ремонтируют они их и перепродают потом. Ну, зарабатывают там 1000-2000, ну и показывают. И он за свою жизнь продал, он говорит, несколько десятков тысяч машин. Ну, суть совсем не в этом. Взял он с собой в одну командировку свою дочь и вместе с дочерью поехал. И говорит ей, будешь меня снимать? Она говорит, ну хорошо. И вот зашли они в кафе, заказали там завтрак, обед или ужин, я не знаю, ну что-то кушать заказали. Ага. И они сидят, кушают. А он говорит, дочь, ну как-то, говорит, неудобно, говорит, ты снимаешь, говорит, когда мы кушаем, это неприлично. Он говорит, папа, о чем ты говоришь? Сейчас мода, когда люди едят, ты знаешь, как их любят смотреть? Когда они кушают. И я же удивился. Действительно, оказывается, видишь, может быть и так, я не знаю. Ну, давай проверим. Да. Будем весь ужин снимать. Ну, наверное, на этом мы и прервемся. А то, может быть, кому-то и приятно смотреть, а кому-то, наверное, не совсем. Так что, друзья, уж извините, встретимся после ужина. Карлос, у тебя сегодня 3-литровая банка. Телятина. Я думаю, тебе понравится. Не, без ложки никак. Тепленько сегодня вечерок. Как ни странно, теплый. Вчера, позавчера вообще колотун такой был. С утра встаешь, аж иней был на траве. Первые, наверное, заморозки. А сегодня хорошо пока. Юра там отвечает на комментарии. Мне тоже, кстати, сегодня еще предстоит. Сегодня вышло видео о рыбалке. Правда, я ни одной рыбы не поймал. Такая вот рыбалка. Так бывает. Вот. Но она все равно ничуть не хуже, чем рыбалка с рыбой. Да, Карл? Главное подышать свежим воздухом, отдохнуть. Вот. Так вот, смотрю, рыбалка зрителям не особо заходит. Странно. Надо менять, наверное, канал. Календарь рыболова на календарь. В общем, это вам, наверное, придумать стоит, как немного подретушировать название, подизменить. Ну что, можно уже, наверное, залазить в палатку да укладываться. 8 часов вечера. Будем отдыхать, завтра пораньше встаем. Кстати, сейчас только что слышал, Алексей рассказывает, как тепло. Я вам хочу сказать, вы видите, что я шапку одел? Так тепло, что я шапку одел. Хоть и шапка не меховая, но я вам хочу сказать, ни грамма не жарко. Похолодало к вечеру. Юра, ты уже разместился? Да, я уже готов ко сну. Со стороны такое необычное зрелище. Палатка стоит и вокруг окна. И вообще непонятно, что это такое. Ну да.
А еще и сверху камыши. Какой-то вообще сюрреализм получается. Все, друзья. Буду отвечать на ваши комментарии. Увидимся утром. Пока-пока.